Привет! Меня зовут Надежда, и сегодня я буду рисовать тропические мотивы на футболке. Присоединяйтесь! На улице уже весна, а это значит, что скоро нас всех ждет лето. Очень надеюсь, что оно будет теплое и солнечное. И для такого лета нам пригодится футболка с собственной иллюстрацией. Согласитесь, что футболка с рисунком гораздо дороже ценится и стоит, чем футболка с принтом. Ну и, конечно, рисовать на футболке – это что-то особенное и тоже ни с чем не сравнимое удовольствие. И, конечно, ваша футболка будет выделяться на фоне принтов. Потому что даже человек, который далек от живописи, рисунков, он поймет, что вот этот вот рисунок, он именно нарисован на футболке, а не напечатан. Потому что это как-то чувствуется. Так что давайте приступать к созданию своего особенного рисунка на футболке. И так как нас ждет тепло и солнце, хочется добавить в свою жизнь что-то яркое, сочное и красивое. В моде уже несколько лет актуальны цветочные мотивы, и этот год не стал исключением. Посидев на сайтах моды, решила сделать коллаж, эскиз для будущей работы. И для своего рисунка решила взять тропические листья, магнолию и леопарда. Какой же он красивый! Надеюсь, он у меня получится не хуже, чем на фото. В интернете множество идей, но самое главное не потеряться в этом потоке и услышать свое сердце, чувства и идеи. От этого зависит, насколько вас будет радовать этот рисунок. Не обязательно делать коллаж в графическом редакторе. Можно нарисовать эскиз на бумаге, либо вырезать понравившиеся картинки из старых журналов. Сейчас захотелось сделать все быстро, и для этого в помощь мне идет графический редактор Photoshop. Качала несколько фотографий и сделала из них коллаж. Посмотрев на футболку и примерив к ней лист А4, я решила, что рисунок нужно делать сильно больше. Поэтому в фотошопе создаю горизонтальный лист размера А4 и вставляю в него свой коллаж. Увеличиваю его при этом в 2 раза, то есть итоговый размер рисунка получится около формата А3. Один из важнейших ингредиентов – это футболка. Лучше всего из 100% хлопка. Самый кайфовый вариант я увидела в магазине Sensei. Футболка из хлопка всего за 200 рублей, что может быть лучше? Вещи из натуральных материалов лучше всего постирать перед окрашиванием. Плюс после стирки я выправляю футболку и вешаю на плечики, поэтому можно даже не гладить. Но можно и погладить, если остались неровности или вам просто нравится этот процесс. Кстати, футболку не обязательно брать белого цвета, можно взять даже черную. Единственное, смотрите, чтобы краска по ткани предназначалась для светлых и темных тканей. Теперь из распечаток нужно сделать один скетч. Обрезаю и склеиваю обе части с помощью скотча. Теперь черным маркером обвожу все важные контуры. Можете этот этап пропустить, мне так удобнее, так как уже можно представить, как будет выглядеть набросок в окончательном варианте, если перевернуть на другую сторону. Маркер проглядывает сквозь бумагу. Кстати, лайфхак. Если печатать в черно-белом формате, можно будет легко ориентироваться по свету и тени в процессе раскрашивания. Моя очень важная часть перед творческим процессом. Завариваю чай и в этот раз делаю кофеек. А вы любите кофе? Я обожаю его с молоком, корицей и с горочкой сахара. Запах просто божественен. Жаль, камера не передает его. Подготавливаю планшет. Роль планшета у меня играет оргстекло от фоторамки из Икеи. Очень важно планшет расположить посередине футболки. Теперь приклеиваю малярным скотчем копировальную бумагу к эскизу. Выверяю с помощью линейки среднюю линию футболки.
Теперь переношу рисунок на футболку, проводя карандашом по нарисованным линиям. Приклеиваю малярный скотч по бокам от рисунка. Таким образом немного закрепляется футболка на планшете. Сверху и снизу также закрепляю зажимами. Краски можно взять любые. У меня есть краски по ткани от Декола. Мне понравилось работать с ними. Но так как есть еще не опробованные краски от Pebeo, сейчас буду работать ими. Забегая вперед, скажу, что я почему-то решила, что они работают как акварельные краски. И поэтому начала заполнять сначала светлые части рисунка, а после уже темные. В конце работы видно, что и желтый отлично ложится и перекрывает темно-фиолетовый. То есть можно спокойно работать сначала большими объемами, а после уже уточнять детали. Конечно, по высохшему слою. Если вы хотите получить крутой результат, то обязательно делайте не только эскиз, но и цветовой скетч. На этапе скетча вы можете увидеть разные несовпадения, например, плохое сочетание цветов. И изменить это. Мой цветовой эскиз не попал в кадр. Самые светлые участки буду отрисовывать желтым цветом. Теневые участки рисую оранжевой и карминовой красками. Беру бирюзовый цвет и почти полностью закрываю им оставшиеся белые места. Теперь беру зеленый и завершаю основной цветной слой. Теперь нужно затемнить самые темные участки. Для этого беру фиолетовую краску
и рисую ей тень, а также нос и глаз леопарда. Рисунок почти готов, но хочу объединить все элементы черным контуром. К тому же я часто рисую черные контуры в своих иллюстрациях, поэтому это уже как часть моего стиля. Как оказалось, маркеры для ткани можно было и не покупать, так как оказалось, что все-таки кистью работать удобнее. Но это лично мое мнение. Возможно, маркеры – это именно ваш инструмент. Дорисовываю детали, делаю блик и рисую усы. Теперь нужно обязательно закрепить рисунок, а для этого высушить работу и только после ее высыхания прогладить свой рисунок утюгом через тряпочку. И начать рекомендую с изнаночной стороны. Также ни в коем случае не пользуйтесь функцией пара, а то рисунок у вас просто смоется. Вот такая яркая футболка у меня получилась. Цвета можно использовать и более натуралистичные. Это дело вкуса и исключительный выбор каждого из нас. Главное, не бойтесь экспериментировать, творить и создавать необыкновенные вещи. Я уверена, если вы захотите сделать такую иллюстрацию на футболке, у вас обязательно все получится. Так что самое главное – это пробуйте, и будет вам счастье. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. И если оно вам понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Всем творческих успехов! С вами была Нирианда. До новых встреч!